Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим необычный, очень вкусный пирог ревани. Это маковый манник, пропитанный сладким лимонным сиропом. Очень сочный, очень мягкий, тающий во рту и довольно необычный. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, найдете много вкусных и простых рецептов. В самом начале нужно подготовить мак. Я его заливаю кипятком и оставляю на полчаса или больше, чтобы он набух. Затем откидываю на мелкое сито и максимально отжимаю всю воду. В чашу миксера вбиваю 3 яйца, добавляю щепотку соли, сахар, немножко ванилина или ванильный сахар. И взбиваю приблизительно 5-7 минут до пышной светлой массы, до увеличения в объеме. Затем, продолжая взбивать на небольших оборотах, вливаю растительное масло без запаха. Всыпаю манку и добавляю подготовленный заранее мак. Затем вливаю молоко и все перемешиваю уже на низких оборотах. Муку соединяю с разрыхлителем, просеиваю в основную массу и на небольших оборотах замешиваю тесто недолго, достаточно, чтобы все ингредиенты объединились. Вот такое тесто получается. Можно оставить его на 10 минут, чтобы манка набухла. Форму для запекания я беру прямоугольную, устилаю пергаментом и выливаю сюда все тесто. Духовка должна быть заранее разогрета на 170 градусов. Выпекается пирог 25 минут. В это время я готовлю сироп. Воду соединяю с сахаром и лимонным соком. Ставлю на плиту, довожу до кипения, и когда сироп закипел, провариваю 1-2 минуты. Снимаю с огня, переливаю, чтобы он остыл. Готовый манник обязательно проверяем на готовность деревянной шпажкой. Даю ему полностью остыть, а затем очень часто делаю проколы, так чтобы потом он хорошо пропитался. Заливаю его сиропом. Оставляю при комнатной температуре, чтобы сироп максимально впитался, а затем ставлю в холодильник на час или более. В это время я подготовлю крем, которым буду украшать манник. В миске у меня сливочный творожный сыр, я его соединяю со сметаной и сахарной пудрой по вкусу. И взбиваю. Получается стабильный крем. Можно манник оставить и без украшения, он уже все равно будет вкусный, но я решила сделать вот так вот. Перекладываю крем в кондитерский мешок. Смотрите, манник полностью впитал весь сироп. Я его достала из холодильника, выкладываю из формы, снимаю пергамент. И я решила его разрезать сразу на порционные кусочки. Для того, чтобы манник был ровный, вернее, кусочки выглядели красиво, бока я обрезаю. И разрезаю его на 8 частей. Можно разрезать меньше, и кусочки получатся, соответственно, поменьше. Тут уже на ваше усмотрение. И отсаживаю небольшое количество крема, вот такую вот шапочку, украшаю сверху каждый кусочек. И затем по центру у меня вот есть готовый апельсиновый джем, я еще немножко отсаживаю по вот такой вот капельке. Как мне кажется, получается очень красиво, так нарядно, даже, я бы сказала, празднично. Очень вкусный, сочный, необычный. Если вся выпечка вам уже приелась, то я настоятельно рекомендую попробовать этот манник. Манки здесь совершенно не чувствуется, преобладает маковый и лимонный вкус. Это очень вкусно, друзья. Надеюсь, что рецепт вам понравится. Обязательно готовьте, оставляйте свои отзывы в комментариях, подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои рецепты. Всем мира и добра. Пока!